Если он враг, а она его жена, и живет с ним под одной крышей, она могла не знать о его преступной деятельности? Не могла. Значит, она его или покрывала, или содействовала, или разделяла его убеждения. То есть выходит, что своей жизни с мамой и папой вы не помните вообще? Ничего. Маму никакую я не помню, и папу я никакого не помню. Я плачу и говорю, у меня мама другая была. Одни трусы в год, равно как и одну наволочку в год. А вот одеяло, например, можно было получить реже, раз в 4 года. Никакого там у них дела не было, кроме того, что они жены, которые не донесли до своих мужей. Ой, сколько пакостей наделало это государство. Ай-яй-яй. В моем воображении все еще остался твой облик таким. Черноволосый, улыбающийся, в красной кофточке. Ты стоишь и разговариваешь с папой. «Мамочка, надейся на будущую жизнь, все будет хорошо. Будь здорова, моя милая мамочка. Целую крепко-крепко, много раз, Отто». Он жив еще пока. Давайте мы его пожалеем. Он и так родился в крестах. Моя мама почти не обнимала меня, когда я была маленькой. Став старше, я поняла, насколько мне этого не хватало, и стала задавать вопросы. Оказалось, что и мою маму никто не обнимал в детстве, потому что ее мама, моя бабушка, дочь врагов народа. Отец расстрелян, а мать провела 8 лет в лагере для жен изменников Родины, а потом еще 6 лет в ссылке. Этих женщин, прошедших вслед за своими репрессированными мужьями мясорубку сталинских лагерей, по самым скромным подсчетам больше 500 000. Взбесившаяся репрессивная машина лишила их самого главного – возможности любить и физически обнимать своих детей. Их дети выросли, родили своих детей, но тоже не умели их обнимать. Научить было некому. Осенью 2021 года в мемориале открылась выставка о женщинах в сталинских лагерях. Встретиться с теми, кто ее придумал, и теми, чьи истории стали частью этого рассказа, мне лично было очень важно. И для того, чтобы помнить, и для того, чтобы лучше понять. Материал, который вы здесь видите, вся собрана из тех предметов, которые подарили нам и сами заключенные или их родственники. Сразу в этом приказе об аресте жен уже сразу был определен срок – 5 или 8 лет. Они стремились сделать что-то, послать ребенку, чтобы было видно, что это подарила мама, что она помнит. И вот эти письма, которые дети пишут мамам, это хорошие письма, это добрые письма, это нежные письма. Но есть одно важное обстоятельство. Дети пишут письма тем мамам, которых они помнят, тем мамам, которых они представляют. Но возвращается совсем другая мама. Вот тогда, когда мы туда идем, мы видим молодые лица, счастливые, они еще не знают, что их ждет. Ведь арест происходил в один момент. В какую-то одну секунду жизнь прекращалась, прерывалась, и уже обратно возврата не будет никогда. Между этими двумя фотографиями небольшой интервал временной. Сколько вот здесь лет? Здесь 8, а вот тут всего 5. Вот это вот у вас над головой в данный момент. Она такая красавица, что и так-то она выглядит очень красиво, если не смотреть, что было 5 лет назад. Всего 5? Всего 5. Почему
вам показалось необходимым сделать выставку именно о женском ГУЛАГе? Когда мемориал начал свое существование, большинство людей, которые к нам приходили, были женщины. По очень простой причине. Они просто дожили. Женщины дольше живут. Женщины выносливее. Ничего себе, вы тут нарядили, как все симпатично на Новый год. Мы с Томкой всегда отмечаем Новый год. Мы же не до 12 мы сидим, потом мы выпиваем за Новый год, потом уже ложимся спать. А в детстве отмечали вы Новый год? Или тогда еще не отмечали? Ой. Отмечали, да? Ну что ты, в детстве у меня была елка. Елка у меня была 4 метра. Отец ездил на вокзал, из белорусского вокзала пер на машине елку во всю красоту. А потом он еще ее подбивал, убивал, там, делал... Баловал вас, короче. Потому что мой отец был старше мамы. И когда уже его расстреляли, мне было 8, а ему было 52. Вот. А мама молодая, ей было 36. Мама была красивая у меня. Я очень любила папу. Наверное, все-таки я всегда, когда спрашивали меня, кого ты любишь больше, ну, дурацкий вопрос, я всегда говорила, маму и папу. Но папу вот на кого кусочек больше. Какое у вас вот самое яркое, счастливое воспоминание детства? Счастливые это мы всегда с мамой ездили в Анапу. У нас там своя хозяйка была, своя комната была. И каждый год мы ездили в Анапу на месяц или на 2. И потом приезжали как раз уже к новому учебному году. Это был 1 класс и был 2 класс. 3-го уже не было. И отец, я помню, что мы приезжали, стояли в дверях, а у нас сам роскошный был паркет, был надраен, все блестело. Это отец нас встречал таким образом. Иногда он делал ремонт там какой-то, побелку и все. У нас была большущая комната, 28 метров. Сосед рядом был, Вишневский, он... профессор какой-то там был. Вот он занимал, их 3 было. Дочь у них была, и жена, и он. И большущая была собака, которая... Собака их кормила. Короче говоря, собака получала паёк, потому что эта собака была какая-то очень... Во всяком случае... Заслуженное. Заслуженная, да. А вы как жили? Отец работал в архиве, а потом он, я не знаю, каким-то образом, он стал работать в Крахмало-палочном институте редактором. И уже мы получили вот эту большущую комнату. И из этой комнаты, собственно говоря, все и ушли. Отца арестовали в 1938 году. Вот тут же арестовали маму в 1938 году. Только месяцы другие. И все. А вам сколько лет было? А мне было 8 лет. Не было такой направленности, чтобы это было прямо против женщин. Нет. Ну, предположим, дело эсперантистов. Или дело искусствоведов. Или дело геологов. Или дело московских театральных гардеробщиков. То там нету направленности на пол. И есть только одна такая история, которую мы называем «Операцией против жен», хотя на самом деле она называется «Члены семьи изменников Родины». И по этой статье были репрессированы и мужья, и родители, и двоюродные племянники, и всякие разные. Но все-таки поголовное количество людей – это были действительно жены. Именно жены, поэтому женщины, поэтому для них созданы были специальные лагеря. И вот тогда все было очень четко регламентировано, как надо поступить с детьми этих женщин, как надо поступить с ними, если они, например, вот она беременная, вот она только что родила, вот вчера.
ей дают возможность до года ребенка докормить. А потом она должна быть арестована. Должна быть арестована. А регламент какой? Значит, арестовывают мужа, расстреливают, потом арестовывают жену. Так? Арестовывают жену в том случае, если он уже обвинен, приговорен и приговор приведен в исполнение. Зачем ее арестовывают? Потому что есть указ 00486, который регламентирует, как надо поступить с членами семьи. Следующие слова, самые главные. Изменника Родины. Если он враг, а она его жена, и живет с ним под одной крышей, она могла не знать о его преступной деятельности? Не могла. Значит, она его или покрывала, или содействовала, или разделяла его убеждения. Существовало 3 лагеря, которые были сформированы для вот этого вот контингента. Один на станции Яя в Томской области, а 2 других очень известные. Это Потьминский лагерь на Темлак, на станции Потьма в Мордовии, и Карлаг. Но тогда на территории Карлага было выделено такое специальное место, так она называлась, 26-я точка. И там вот было организовано вот это вот женское отделение, которое называлось Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Первые 2 года, до 1939 года, он был как отдельная лагерная структура, причем он подчинялся прямо непосредственно Москве. Он не входил в систему Карлага, подчинялся прямо непосредственно Москве. И там был тюремный режим, никто не знал, где они, а там никто не знал, что тут творится. Но это очень странное время, вот это как раз оно тоже пришлось на период Большого террора, 1937-й, 1938-й, ну вот начало 1939 года, когда и люди-то, которых были расстреляны, они ведь тоже никто ни в чем не виноват. Они ведь тоже признаны все реабилитированными. А уж жены-то их и подавно. Они правда ничего не могли знать о преступной деятельности мужей, потому что ее не было, этой никакой преступной деятельности. А почему назвали Светой? Я думаю, что это дань времени, потому что у Сталина была дочь Светлана, и моих одногодок полно. Светлана. Я так думаю. Но это может быть извращенное мое восприятие. С какого возраста вы себя помните? Хорошо помню с 5 лет. Вот с того момента, как я уже стала жить с дядей, вот тут я себя хорошо помню. То есть выходит, что своей жизни с мамой и папой вы не помните вообще? Ничего. Маму никакую я не помню, и папу я никакого не помню. Это счастливое платье. Да, но счастливое платье, бесспорно, потому что вот они вдвоем со своей владельцей, хозяйкой, пробыли в заключении всего 1 год. Всего 1 год. В одном платье. Это другой вопрос. Все могло кончиться намного хуже, потому что нашу Валентину Ивановну Буханевич, сотрудницу Третьяковской галереи... Это платье сотрудницы Третьяковской галереи? Да. Она научный сотрудник Третьяковской галереи. Мало того, и судьба у нее не только у платья, но у нее тоже счастливая, потому что потом она смогла защитить диссертацию, работала в Третьяковской галерее и возглавляла там даже отдел древнерусского искусства. В чем ее обвиняли? Вот она-то как раз и попала. И это была собрана такая компания искусствоведов отовсюду. Из Третьяковки, из университета, из консерватории, из архитектурного института, из всяких других музеев собрали компанию искусствоведов, соединили их в одно общее дело. Главой там был такой профессор Алексей Некрасов. И вот террористическая организация, ставящая перед собой цели свержения существующего строя. Искусствоведов. Угу. А в чем вам искусствоведы отличаются от кого-нибудь другого? Такие же точно. Знаете, искусствовед-террорист – это какая-то редкая, мне кажется, специализация. Да, ничем она не отличается от школьных учителей. Мы вот в течение многих лет собираем имена, чтобы читать их на возвращение имен. Вы, наверное, знаете, да? И вот в течение многих лет я готовлю эти списки. И вот меня не в этом, правда, году, а в прошлом
ну, совершенно пронзила профессия человека, за которой он был расстрелян. А назывался он так «Кустарь-одиночка по изготовлению леденцов «Петушок на палочке». Вот она действительно была арестована в этом платье, ничего другого у нее не было, она в нем же и сидела. Причем, с учетом того, что оно было одно, она его очень берегла. Она его не трепала просто так в камере, потому что, вы видите, оно и так уже довольно хрупкое такое. Там внутри больше 20 заплаток. Которую ставила она же в тюрьме. Тут еще надо подумать о том, чтобы заплатку поставить. Надо же, чтобы было чем. Надо, чтобы была и нитка, иголка, и тряпочка. Но тряпочка, ладно. Тряпочки, полотенца продавались в тюремных ларьках. Их можно было купить. А вот с иголкой как быть? Иголку добыть, иголку в камерных условиях камеры – это такое дело непростое. Самая хорошая, самая удобная, самая ловкая иголка делается из зубца пластмассовой расчески. Так вот, платье держалось как такое, знаете, выходное. Это было единственное платье, которое у нее было. Знаем мы это не потому, что мы это домысливаем, а потому что Валентина Ивановна дожила до 93 года. И когда мемориал организовался, они передали нам это платье с сопроводительными документами, что вот именно в нем она была арестована. Вот именно в нем она была в Таганской, Бутырской и Лубянской тюрьмах. И именно его она экономила для выхода на допрос к следователям. А дальше произошло то, что бывало в 1938 году, но с очень маленьким количеством людей. Берия сменил Ежова, ему надо было подтвердить, что при его предшественнике были нарушения, то есть были люди, которые были арестованы облыжно. Поэтому некоторое количество людей добилось освобождения. В 1937 году арестовали и маму, и папу. Нет, постепенно все началось. Значит, сначала дедушку первого, его в августе 1937 года. Он же был председателем Госбанка, там 4 человека было, и он был одним из этих 4. Но перед арестом их всех понижали. 21 ноября его арестовали, а 25 декабря уже он был расстрелян. И потом уже женщин забрали. Причем бабушку сначала посадили на Лубянку, что с нее можно было взять. Ничего нечего было. Вот. А маму совсем поздно, значит, 27 декабря, тоже после расстрела отца моего, 25-го его расстреляли, а ее 27-го арестовали. И встретились они уже в Бутырской тюрьме. Никакого там у них дела не было, кроме того, что они жены, которые не донесли на своих мужей. Где они оказались? А вначале они были в Сегеже. И когда началась война, начали бомбить Карелию, их очень быстро эвакуировали. Их погрузили в вагоны, и они уже оказались в Потьме, как пересыльные. А потом уже в Караганде. Там они и провели основное время. Этот негритенок связан с этапом. Этап – это тяжелое испытание. Он мог быть пешим, он мог быть долгим, он мог быть многомесячным, если это связано с навигацией, надо сидеть и ждать. А это письмо, да? Это письмо, да, из Владивостока, с Владивостокской вот этой знаменитой пересыльной тюрьмы, транзитки, где вот она как раз и пишет, что ей надо присылать, что ей не надо присылать. Давайте я попробую прочесть. Моя родная, дорогая мамочка получила твою открытку. Нет слов выразить мою радость, узнав, что все живы и здоровы. И еще собираетесь заботиться обо мне. Но... Чего? Это такая замечательная Зоя Марченко, которая действительно приходила к нам в начале нашей работы в мемориале. Она была очень активная, очень обаятельная, такая очень, очень яркая женщина. Мало того, потом получилось так хорошо, получилось так помочь ей в конце жизни, что мы познакомили ее с Волчек из «Современника», а они как раз ставили крутой маршрут. А она колымчанка.
И ее пригласили как консультанта, чтобы она могла вот поставить сцену и все остальное. Потом они подружились, они брали ее с собой на гастроли. Она даже участвовала у них немножко в спектакле в массовке. И это было для нее такое, ну, я не знаю, 5-я молодость, 10-я молодость. Наконец. Вот такое. Наконец, такое... Нужность такая в неожиданном ключе. Но мы давайте поговорим про негритенка. Целя Львовна Янковская. Одна из первых женщин-кандидатов наук по физиологии. Так вот, Целя Янковская и ее муж, преподаватель марксизма-ленинизма, совершенно преданы советской власти. И в 1938 году его арестовывают, а следом за ней арестовывают ее. Но тут случилось то же самое время, совпало, что и на нашем счастливом платье, потому что Берия пришел, и Цель Львовну достаточно быстро выпустили. Ну, правда, за это время ее дочка попала в детский дом, получила травму на всю жизнь, но это, так сказать, побочные совершенно явления. Выйдя из тюрьмы, она начала бороться за мужа. Как надо бороться за мужа? Надо писать на все высочайшие имена, все возможные обращения. Сталину, Берии, прокурору, начальникам НКВД, кому угодно, кому угодно. И представьте себе, она добилась приема, личного приема у главы Ленинградского НКВД. Тогда это был такой Серго Гаглидзе. Она к нему пришла и все рассказала. И он ей даже попросил написать это. Ну, надо же оставить какие-то. Она все написала, что знала. Но прежде всего она, конечно, написала, что муж ее вообще сверкающий рыцарь на белом коне революции, безупречный, и надо его немедленно освободить. Но мы же знаем, что ее посадили в тот момент, когда приговор над мужем уже был исполнен. Поэтому там можно было хлопотать сколько угодно. Ее обращения не имели никакого результата. Время идет, Ленинград, начинается война, блокада, заканчивается, опять время идет. И в 1948 году Целью Львовну арестовывают второй раз. Как вы думаете, в чем ее обвиняют? Не знаю. Клевета на органы НКВД. Но она же все написала. Она же все имена написала. Все должности, все даты. Она написала всех людей, которых она видела, назвала их имена. Назвала имена следователей. Ну, что тут вообще? Сама написала, сама подписала, собственной рукой ее никто не заставлял. Поэтому тут уже никаких вариантов не было. Она получает срок, едет в этап. И в этапе очень помогает, опекает своих попутчиц. Да? Она-то уже сиделка, она уже с опытом, она же уже знает. А они молоденькие, она постарше к этому времени. И вот в какой-то момент на ниточке сверх нар ей спускают вот этого негритенка в знак благодарности за ее терпение, за ее заботу, за ее внимание, за ее доброту. Вот она его хранила потом всю жизнь, этого негритенка. А вы помните, как отца арестовывали? Это было с 8 на 9. С 8 на 9 января. И мы были у моей тети Сони, маминой сестры. Я, папа, мама, еще был дядя Костя. Он был профессор. И уже вечером поехали мы домой к себе на Пироговку. Было уже от 10 часов или около 10 вечера. А может быть, 10:30. Вышли из такси. Отец меня взял, посадил сюда, к себе на загривок. Это он так носил меня всегда. Это мое место было любимое. Садиться ему на шею и держать его вот так вот. Здесь я его держала, и он меня повел. Понес меня домой. Пришли мы домой. Тут сразу меня мама стала раздевать и укладывать спать. Постель была рядом, детская. Я уже легла спать, тут же моментально заснула. А потом уже рассказывает мама, что когда они прошли, она увидела, какие-то там стоят 2 фигуры мужские. И чего-то они все смотрят. И мама рассказывает. Я, говорит, чувствую, что вот что-то сейчас произойдет. И ей тормошу, говорит, Авраама, а он спать засыпает. Я говорит, ему говорю, Авраам, проснись.
знаешь, там стучат. Он говорит, как стучат? Он говорит, там кто-то стучит. Одевайся, одевайся. Он никак не очухается. Ну, короче говоря, в конце концов, когда он услышал, что там стучат за дверью, то тогда уже он понял, что это не во сне. И он, значит, оделся. Выяснилось, что это пришли к нам 2 дядек. Он сразу все понял. Ну, конечно. Ну, арестовывали направо-налево. Все же их арестовывали. Понимаешь, как-то вот работало, как это делалось. Ассирийцы имели сделали себе свой клуб. Раньше были клубы такие. Вот все национальности, например, латыши, у них, оказывается, то же самое было. У них был свой клуб, где они там собирались, и в них выступали. И там ставили спектакли на ассирийском языке. Понимаешь? Там все-таки какую-то проводили работу воспитательную, потому что они все же эти были ассирийцы, они же все, мало кто русский язык там знал. И вот отец там, он вел политический кружок. А папа был ассирийцем, соответственно. Папа, соответственно, был ассирийцем, и мама была ассирийка. Ну, в общем, мама рассказывает, что говорит. Вошли в мужчин, сказали, одевайтесь ему, отцу. И вот он стал одеваться. Мама стала собирать ему там белье. Чемоданчик такой маленький собрала ему, вещи, белье, там, я не знаю, чего-то еще. Ну, короче говоря, собрала все это. И он предстал перед этими, и они, в общем, его увели. И он только вот там, мама сказала, что он подходил, меня поцеловал, попрощался. Что она вам на утро сказала? На утро мама сказала, что папа уехал в командировку. Мама плакала? Нет, ну, мама у меня плакать не будет попросту так. Ни за что, не просто, что-то да при ребенке, нет. А у меня мама был характер, будь здоров. Это ваш папа, да, который был молодым, ему сколько, 17-10 лет получилось? Ну, это я так думаю. Он же был много старше мамы. Он 93-го года рождения, кончил эту Тифлисскую гимназию и поступил в Петербургский университет на математическое отделение. Я думаю, что ему здесь лет 17-18. Я так думаю. Ну, а так не знаю. Это 10-й год, 1910 год. Ну, видимо, да, так я думаю, когда родилась моя мама. Так что... А это вы? А это я. Я вот хорошо себя помню, когда я оказалась в комнате совершенно незнакомых мне людей, и рядом со мной мои вещи. Вещей у меня была тьма. Ну, а что вы с собой взяли? Это вы с собой взяли или они вам с собой? Это все вот этот Леня, с которым мамин брат, с которым я жила год. 10 месяцев он продержался. Его же потом тоже арестуют. Да. Он, значит, он был аспирантом геолого-разведочного института. Он на год был старше мамы. У него нет семьи, никаких детей. И вдруг он получил готовую девочку. И еще надо что-то с ней делать. Бабушка была домработница. Она уже ушла к тому времени. Он нашел эту Христину Ивановну и попросил ее прийти. И вот мы с этой Христиной Ивановной, Леня и я, вот эти 10 месяцев и мы прожили. Хорошо прожили, потому что была опечатана только полквартиры, 2 большущие комнаты, а 3 маленькие остались. Кухня, Ленина комната и 2 маленькие смежные. Там мы с Христиной Ивановной жили. А потом он меня сам отвез в этот вот где-то приемник. Он все это понимал, знал, что там вот в этом геолого-разведочном институте, видимо, как-то сгущалась обстановка. Он все собрал. Со мной была куча всяких фотографий, игрушек, одежды.
Ну, в общем, много всего такого вот лично мне принадлежащего, о чем я не подозревала, конечно. И вот он меня туда и сдал. И записал все как надо. И написал этой Христине Ивановне записочку, куда ей поехать и сказать, где я. Она поехала вот к этим людям, да, отдала эту записочку, и машина стала работать по опеке. А Леня? А Леня пошел домой. И через некоторое время был арестован. Лене досталось больше всех, потому что его много-много раз водили на допросы, и всякое там убийство товарища Сталина эта группа замышляла. Ну, там такая ахинея, что я даже не хочу. Но вот его арестовали, значит, в октябре, а расстреляли 16 апреля. То есть он выпил всю эту чашу до дна. Ни в чем не признался, потому что он не собирался никакого товарища Сталина убивать. Слушайте, а это правда, что у вас была птичка Чижик? Чижик у меня и было еще в те времена, когда я жила на Пироговке. Да, была. И она у меня жила до января 1938 года. И умерла она что-то, в общем, очень быстро. То есть мы, короче говоря, утром подхожу, а она валяется так срёмно. Это было до папиного ареста. У нас был сторожем работал. И он мне принес Чижика. Еще одного. Еще одного. Он говорит, у тебя он же помер? Я говорю, да. Ну вот тебе. Я так обрадовался. Я говорю, ну спасибо большое. 2 месяца, что ли, он у нас прожил. И так же в точности помер, как и тот. Задрали лапочки, и он на спине лежал вот утром и не проснулся. И через неделю уже маму арестовали. Мама была готова к тому, что ее арестуют? По-моему, да. Не, ну так, чтобы она не предполагала, конечно, что это так будет быстро. Фактически-то. Это уже было совсем быстро. То есть через 2,5 месяца после отца? Да, это было 5 часов утра. Мама меня разбудила. А мама меня Монечкой называла. Монечка, ты вставай, давай одеваться. Сейчас приедет дядя. Вот. И нужно будет уже быть одетым. Они были вежливы, эти мужики, которые пришли? Да. Ты знаешь, наверное, все-таки как-то было жалко даже, я так понимаю. Так они как-то по-хорошему, в общем, не собачились, нет. И он еще говорил, ну ты возьми, а книжки ты не возьмешь? Я говорю, нет. Вы не плакали? Нет, я не плакала, вообще не плакала. А у меня уже не было слез, что ли. Я только помню, что мама меня разбудила, уже собрала вещи мои в чемодан. Она сказала, вы ее отвезите, пожалуйста, к моей сестре. Петровка, дом 20, квартира 51. Все, сказала адрес. Сейчас я уеду, а ты поедешь к тете Соне. Эти дяди отвезут к тете Соне. Ну вот, и ты будешь у нее, а потом я уже тебя возьму от тети Сони. Приговор мог быть или 5 лет, или 8. Вот уже до того, как она арестована, уже известно, что у нее приговор будет или 5 лет, или 8. Это не очень имело большое значение, потому что даже те, которые 5 лет, они те же 5 лет окончились во время войны. Так вот, во время войны не выпускали, и большинство людей вышло в 46-м. То есть всю войну они там, получается, у них приговор. Хо-хо-хо какой. В какой момент вы поняли, что ни мама не приедет, ни папа? Ну, это я сразу поняла. Наверное, еще когда они в квартире нашей были, в комнате. Что мама говорит неправду, вы поняли? Нет, ну то, что мама говорит, я как-то и внимания не обращал на это, что мама говорит. То есть вы понимали, что все? Нет, я просто поняла, что я отсюда так просто никто меня не возьмет. Меня никакая... Они же сказали, отвезите ее к сестре. Мама-то говорила, чтобы меня отвезли к тете Соне на Петровку. Там она жила.
Вот. А они, конечно, уверяли, да, хорошо, конечно. Ну, так она и думала, наверное. Только дяди так не думали. Вот. И в общем, мама, по-моему, поцеловала меня и пошла, значит, уже с каким-то там чемоданчиком или узлом. По-моему, чемодан был. И они уехали. Но очень быстро вернулись. Приехали, действительно, это же машина. И взяли вещи, посадили меня, и мы поехали. Значит, мы с Пироговки переехали, площадь. И едем, уже выехали мы на библиотеку Ленина. Едем мимо Большого театра. Я говорю, а нам сюда сворачивать нужно, там, нам на Петровку. А он говорит, тогда вот мы сейчас дядю отвезем, а потом уже тебя. А потом я уже вижу, что ничего этого нету. Уже совсем другое. Я и не спрашивала, и не говорила, и ничего не просила у них. Но как-то сообразила сразу, что это хрен получишь. Да. Приехали мы к Даниловскому уже. Даниловский, там ворот огромные. Нам открывают двери. Проходите, входите, все, прошли в большую комнату. Там сидит мужик опять же. И говорит, ну, хорошо. Так, они расписаться, да. Что-то он там пишет, расписался, все. Эти самые мужики, которые везли меня. Ну ладно, до свидания, до свидания. Угу. И ушли. И осталась я вот с этим мужиком, который начальник кабинета, он, оказывается, и был этим каким-то там главным. Он мне говорит, ну ты, как тебя зовут, значит, ну вот, у нас, ты знаешь, у нас очень хорошие дети. Вот как они скоро встанут уже. И я сижу в коридоре на подоконнике и, значит, жду, когда же они все-таки меня куда-то определят. Ну, потом пришел кто-то действительно, взяли меня, взяли мой чемодан и повели куда-то там такое. Все, и уже я оказывается, этот и есть дом. Назывался он Даниловский приемник. Он и был приемником Даниловским. То есть там они принимали детей. Вот там, например, при мне это было в этот же день. 3-летняя девочка, ну, ты знаешь, куколка. Вот, она маленькая такая была. Ну, просто очарование какое-то. Одета, с ума сойти, оказывается. А родители, они только что они возвращались из-за границы. Родители взяли, а ребенка оставили. И эта бедная девочка, 3-летняя или 4-летняя, не знаю уже, сколько ей было, но маленькая очень. То есть это были все дети репрессированных людей? Да, это и назывался он, оказывается, Даниловский приемник. Потому что я помню, как-то я на улице с кем-то встретилась с какой-то девчонкой, и она говорит, ты же не помнишь? А ты не помнишь? Ну, мы же вместе были в Даниловском-то, в Даниловском приемнике. Это какой-то где-то приемник, который вот был в этом Даниловском монастыре. Туда меня привезли. Вот там я хорошо все помню, потому что это такая, видимо, резкая смена обстановки в каком-то очень большом помещении, типа трапезной, видимо, светлом. И так стояло 2 ряда кроватей засланных, и никаких там детей не было. И только сказали, вот размещайтесь в этом уголке, ну, чтобы не бродили по всему, видимо, этому ангару дети. И вот там стояли кровати, и было несколько девочек. Ну, наверное, я все-таки была мала, очень трудно было застилать кровать. Вот не хватало рук, чтобы туда забрасывать это одеяло. А потом появились девочки побольше, и они помогали.
Вот это я хорошо помню. Вот эту кровать застилать. Это единственная трудность. Это женская обувь. Это такая обувь, которая есть, прошу прощения. На женскую ногу никто специально ничего не шил. Какая есть обувь, такой и ходим. А белье? Что белье? Ну, трусы есть? Да, их можно получить одни трусы в год, равно как и одну наволочку в год. А вот одеяло, например, можно было получить реже, раз в 4 года. И в чем ходит женщина? А в чем есть, в том и ходят. Но, с другой стороны, надо понимать, что лагерь – это же всегда производство. Лагерь же не просто так организовывают в чистом поле или вот посреди леса. Он всегда обслуживает какое-то производство. Женщины ведь работали ровно на тех же работах, что и мужчины. Они же валили лес, они строили железную дорогу, они работали в шахтах. Так, 12 часов рабочий день. Это получается Это телогрейка. получается ватник, телогрейка третьего срока. Что значит третьего срока? Это значит, что до того, как ты его получил, его 2 человека уже носила. А почему они перестали его носить? Ну, это мы можем только домысливать. А как вы знаете, что это телогрейка третьего срока? У нее написано на лице где-то это? Ну, во-первых, я это вижу, а во-вторых... А как вы это видите? Ну, я вижу. А во-вторых, у нас есть к ней описание. Мы знаем, чья она, зачем она, из какого она лагеря. У каждой вещи, которые здесь, мы или знаем, или ищем, или добавляем, или не прекращаем старания для того, чтобы эта вещь имела свою легенду. Вот, например, сумочка из лагерного одеяла. Она принадлежала Нине Маковской. Хорошая фамилия, правда? Вот ее муж был внуком художника Маковского. И очень хорошим, и очень известным. Зачем Нине Маковской нужна была сумочка? А в чем вы будете держать письма, которые вам пишут из дома? А в чем вы будете держать вообще хоть что-нибудь, что у вас есть? А что у меня там может быть свое? Расческа может быть, зубная щетка может быть, письма могут быть. Самое важное, самое ценное, самое драгоценное, что есть, это письма с воли. Вот вы меня спросили по поводу того, как человек, который арестован, откуда он знает, что семья от него не отказалась. Вот так и знает. Или его ищут, или ему пишут, или ему посылают посылки. А если ему некому посылать посылок, вот тогда правда трудно. Вот тогда крайне тяжело, потому что на лагерном рационе без цинги или без куриной слепоты трудно. Витаминов нет. Почему всегда во всех письмах просьба чеснок, чеснок, присылайте нам чеснок? Расскажите, это кто? Это Екатерина Гавриловна, это Михаил Петрович. Это родной брат моего деда. Он так мне и сказал: раздевайся. Ну, зима же была. Зима, декабрь. Я говорю: а почему я здесь? И кто вы такие? Он сказал: раздевайся, сейчас я тебе расскажу. Он очень был конкретный человек, очень. Он все снял и сказал: ты помнишь дедушку Пашу? Я, видно, помнила на тот момент. Я сказала: да, помню. Так вот, я его родной брат, только младший. И зовут меня дядя Миша или Михаил Петрович. Показал на свою жену и сказал: это моя жена, тетя Катя или Екатерина Гавриловна. И вот мои дети, Ира и Леня. Леня, да. Теперь ты будешь жить здесь. Поняла? Поняла. Все. Очень ясно и конкретно. У нас была коммунальная квартира, но так коммунальная это не очень как-то. У нас было 2 комнаты, и у соседей 2 комнаты, и все. Нормальная квартира по тем понятиям. Там была очень милая женщина, соседка. И она меня брала к себе. И там она со мной проводила работу, как я понимаю. Она говорит: ну что ты молчишь? Тебя разве кто-то заставляет? Ну ты говори, тетя Катя, дядя Миша. Ну нехорошо же молчать столько времени. Я молчала. Молчала, уходила. Видимо, во мне что-то боролось. И только 1 мая 1939 года я сказала: мама.
И вот тут мы обе плакали, и все, папы не было, он был на демонстрации. И вот, а потом они уже стали мамой и папой. Папа у меня, в общем, один, а отец, да, два. Он, к сожалению, умер очень рано. Вот для него возраста. Это был 52-й год, ему только шел. И это был 55-й год. И началось некоторое оживление после вот ухода отца родного, всеобщего. Все мы вокруг него были. И он мне как-то сказал: ты знаешь, я тебе хочу сказать, я много думал, мой брат не был врагом народа. На что я ему сказала: а мой отец? Он сказал: что я тебе могу сказать? Я его видел 2 раза в гостях у Паши. Я его не знал, а больше никого не было. Не у кого спросить. И все. Меня сразу определили в этот детский дом. Он фактически детский дом и был. И его через месяц должны были вывезти в Полтаву. Всего-навсего. Это как раз перед войной же. В Полтаву. К немцам поближе. Но меня тетя Соня успела взять до того, как мы уехали в Полтаву. Так сколько вы там пробыли, получается? Да я-то недолго, потому что когда же меня нашла, в конце концов, тетка-то? Как тетя Соня вас нашла? Тетя Соня, она маму, во-первых, нашла. Она и маму потеряла, не могла найти. И меня не могла найти. А получилось потому, что маме присобачили фамилию. Она была Геворгизова, а ей присобачили фамилию первого мужа маминого. Он был Шахгальдов. Он был белым, каким-то там белым этим. Белогвардейцем? Да, белогвардейцем. А в школе вас не травили? Нет, ты знаешь, а я никому не говорила. Я, между прочим, не такая уже, оказывается, дура была тогда еще. Понимаешь, потому что я никому не сказала. Никто у меня вообще, когда я училась в школе, никто не знал, что у меня отец сидел. Ну, а тем более расстреляли-то только вы теперь узнали. Это вот когда открыли уже эту коммунарку, а до этого я же тоже не знала ничего, где отец. А он там на коммунарке, на полигоне был расстрелян? Он на коммунарке. Шпионаж у него статья? Считался шпионаж, конечно. Конечно, он шпион. Но вот какой разведки, вот я не знаю, на кого работал. Непонятно, кто. А вообще-то, конечно, это всех ассирийцев пересажали к чертовой бабушке. Этот клуб, конечно, ликвидировали. Вроде бы как он как рассадник. Понимаешь? А хотя там они что делали это? Они, господи, ставили пьесы, устраивали концерты. Кто вам сказал, что мама в лагере сидит? Как кто в лагере сидит? Так я же, во-первых, знала, что и в лагере сидит. Конечно. А я знала, что как это может быть, если меня уже взяли? Я уж не настолько была глупа-то. То есть, нет. подождите, то есть вы хотите сказать, что вот в тот момент все понимают? Абсолютно, абсолютно. Все понимали. Все знали, что идут аресты, что эти аресты, они... Вот понимаешь, что захотела его нога, то он и делает. То есть все понимали, что это не виноватые люди? Ну, настолько они не говорили об этом, во всяком случае. Ну, каждый считал, что он не виноват. Так какого хрена меня держать, если я не виновата? Ну, вот я никого не убивала, да? А мне вот говорят, ну и что от этого я? Я что, боюсь? Я не боюсь, я же никого не убивала. Так и я. Я ничего не боялась вообще-то. Куда маму отправили? Маму отправили в Бутырку. В Бутырке она была в общей камере. Их там много было. Все время их ночью их вызывали. Сволотня. Ой. По ночам
Вот только полчаса пройдет, опять вызывают. Чтобы, не дай бог, не заснули. Ой, сколько пакостей наделало это государство. Ай-яй-яй. Сколько пакостей. Вот рассказать бы им. Сейчас они хотят, теперь они просят правду. Говорить правду. Ну и что скажу я правду? Что от этого будет? Посадят меня за какое-нибудь лжесвидетельство. И все. Ну и что, на одну стерву меньше будет. Да нет. Ты знаешь, как-то... Ну, и потом я тебе скажу, как-то страх... Мне даже в голову не приходило, что они меня что-то еще могут сделать. Ну, что-то вы можете сделать, сволочи, если вы уже все, что можно, сделали. Лишили отца, лишили мать. Все. Это вышивали внутри лагеря? Это вышивали внутри лагеря. И это взгляд изнутри, из барака на волю. Вот. В бараке может стоять ваза с цветами? Это же не ваза, это же просто обычная какая-то или бутылка, или банка. А цветы-то растут. Что же их не сорвать? Особенно если это Минлаг. И поэтому это Мордовия. Там есть цветы. А в Казахстане есть тюльпаны летом, весной. Это замечательно, когда степь зацветает. В условиях барака и вообще в условиях лагеря и в условиях многолетнего заключения любой человек, ну и женщина в том числе, нет у нее ни одной секунды, когда она одна. Она всегда на глазах. Всегда и везде. Это общий барак, это общая баня, это общее, ну, все остальное, да? Ни одной минуты ты не остаешься одна. Женщины, кстати, пытались устраивать себе то, что они называли уюты. Когда вот они загораживали занавесочками, салфеточками, ну, ходишь, чтобы кто хотя бы спал, вот так, чтобы ты, естественно, все слышишь и обоняешь, и ощущаешь, но ты хотя бы не видишь. Администрация с этим довольно активно боролась. Они опять устраивали себе эти уюты и пытались их и вышивать, и украшать. Вот оно начало или конец такого творческого порыва, когда хочется вот поставить банку рядом с решеткой, или когда хочется сорвать цветы, или когда хочется сделать вот такой кошелек. Или даже вот такой немудрящий мешочек. Он же очень скромный, видите, если не сравнить же по качеству выше. А вот это и это книжечки, тоже жанр такой, который распространен, самодельные книжечки. Это женщины, вернувшиеся из Харбина. В 1935 году советское правительство позвало железнодорожников Харбина, они приехали многие. Довольно быстро раскрутилась Харбинская операция, по которой мужчин практически не осталось. Женщины прошли через лагеря, ну, там уж как судьба была. Вот, значит, они рисуют девочки, две подруги, две харбинки рисуют. Одна рисует, другая пишет. Мизиночка называется. Мизиночка вот от этого слова. Маленькая девочка, ну, дюймовочка. А это ленинградское дело. И это другая судьба, потому что в 1950 году арестована женщина, экономист в Ленинграде. Она в тюрьме поняла, что она беременна. Она в крестах рожает, и с маленьким ребенком идет в этап. Дальше прикладывает неимоверные усилия, чтобы ребенка забрали в семью. Ребенок попадает к папе. Папа с мамой разводится, отказывается от нее. То есть, подождите, она родила ребенка, которого, спасая, она отдала его отцу. А отец развелся с ней, потому что она враг народа. Да. А девочка? Мальчик он был. Мальчик? Мальчик Андрюшка. Вот он. Сказка о зайке Андрюшке, серенькие ушки, и его маме. Она пытается мальчику показать, что она его любит, что она его помнит, и что она очень без него тоскует. И вот ради этого делается руками ее подруг, делается эта книжечка. Вот эти три подруги, Сонечка Фирсова, Эллочка Маркман, Людочка Васильковская, они были теснее связаны друг с другом, чем родные сестры. Это был пример той лагерной дружбы, которая продолжалась до последнего вздоха.
что тоже бывает не всегда. А Андрюша получил эту книжку? С Андрюшей трудная была история. Папа ведь ему объяснял, что мама в лагере. Объяснял? Да. А в лагере же ведь только кто? Ну, убийцы всякие, бандиты. Так что, когда Софья Михайловна вернулась в Ленинград, папа женился уже на другой женщине, ей пробиться к сердцу сына было очень тяжело, очень трудно. Он жив еще пока. Давайте мы его пожалеем. Он и так родился в крестах. Это книжечка, которую нам подарила Софья Захарьевна Макаева. Вот Светлана Захарьевна, да? Светлана Захарьевна Макаева. Она сделала 3 книжечки для всех своих, для своей Сонечки и для 2 ее, вот как назвать, названными братьями и сестрами. Вот она еще делает ей рисуночки для совсем маленькой девочки. Вот поэтому она нарисовала для всех разные придуманные сюжеты, разные нарисованные картинки, разные сделаны книжечки. Но, по-моему, вот я боюсь наврать, но, по-моему, все называются «Друзья». И она шлет это из лагеря ей? Да, она шьет это из лагеря. Судьба Светланы Захарьевны, насколько она типичная вот для ребенка врагов народа? Она типичная для того случая, если ребенок остается в семье родственников. Это часто бывает? Ну, как сказать, статистики ведь мы не знаем. Но у Светланы Захарьевны в данном случае замечательно, потому что там было 2 детей. Там было 2 детей ее ровесников. И потому что, правда, она попала к очень хорошим, к очень порядочным, к очень благородным людям. Посылок мы оттуда никогда не получали. Письма, да. Так что нет. И вещей таких особенно никаких нет. Есть еще портсигар. Ну, это она курила. И Она там научилась курить? я думаю, да. А я не могу сказать. Не помните? Ну, конечно. Она долго курила. До сих пор, пока не начались проблемы с легкими, тогда она бросила. И портсигар такой деревянный. Я не знаю, откуда он у нее появился. И вот еще образцы вышивок. Это вот то, что она привезла. Нет, там уже нет. Пахнет табаком. Да, пахнет. Таким, знаете, грубым табаком. Как лагерь меняет женскую психику? Я не знаю. Я думаю, что как бы мы ни старались это понять, и какое бы количество мемуаров, писем, встреч, не знаю, мы не провели и не прочитали, мы все равно ведь на себя это примерить не можем. Мы только думаем, что мы приближаемся к этому пониманию. А на самом деле пока вот у тебя через твою кожу это не пропиталось. Не знаю. Я вам могу сказать, сломлены были сильно. Были не только физические, но и психические травмы неизживаемые. Но большее количество вот таких психических, неизлечимых травм было у детей, на глазах которых арестовывали папа, мама, потом детский дом, потом еще разные жизненные обстоятельства. Мама, она была в тюрьме. Потом уже после тюрьмы они отправили ее в Казахстан. В Казахстане она попала в Акмолинск. Угу. В Акмолинске были все жены. Изменников Родины? Изменников Родине, да. Так я тоже вообще выходит, что я изменник Родины. А мама писала вам из лагеря? Конечно, писала. Мне было лет, наверное, тогда 12, что-то. Ну, в общем, что-то вроде этого. Девочка была еще. Училась я в 3 классе. Наверное, в 3 уже училась классе или в 4. Вот. Значит, получаю я посылку. Мама вышила мне платье, сшила, но она приблизительно видно. Потому что платье мне было прямо даже еще немножко просторное. Какого цвета?
Из простыни. Ну, что можно сделать из простыни? Она только вот единственное, что вышивала она синим, голубым, светло-голубым и белым. Вот из этой гаммы она делала как бы матроску. То есть вы говорите, что посылка пришла, когда вам было лет 12? Ну да, вот тогда. То есть вы было. 4 года про нее вообще ничего не знали? Сейчас я тебе скажу. Мы перед самой войной, перед войной мы только узнали. Что она писала в письмах вам? Ой, да ничего она не писала. Ничего, абсолютно ничего. Вот это вышивала Ефросинья Геворгизова. Видите, какая замечательный коврик для куклы. Не для девочки, а для девочкиной куклы. Чтобы они, когда она будет в куклы играть, чтобы они вот маму вспоминали. Письмо на ткани? Да, потому что бумаги не было. Вот что валюта в лагере. Вот бумага, это действительно можно сравнить с лагерной валютой, потому что бумага ведь и нужна и для письма, и при этом вы же не забывайте, что люди курят, а нужна бумага. Скуривали абсолютно все. Здравствуйте, и книжки, мои дорогие. и книжки, и все подряд. Я жива и здорова. Угу. И помимо того, что нет бумаги, письмо на ткани легче передать, если вдруг у тебя есть возможность передать письменную цензуру. Вот этот раздел, видите, мы называем словом «нити», потому что, понятно, нити между тюрьмой и волей. Очень распространенный был жанр вот такого вот рукоделия, что можно самой сделать и послать домой детям. Только то, что сам сделал. Одна из, наверное, таких самых распространенных – это вот такие тюбетеечки, в которых ходили тогда совершенно все. И дети тоже, да. И дети тоже все. Это разные лагеря, разные судьбы. Вот эту, например, очень ношенная, а эту ни разу не надевали. Она большая. Мама не угадала размер. Она большая на детскую голову. Это тюбетеечка из семьи Аванеса Туманяна. Народный поэт Армении. Вот сейчас его именем называют всевозможные улицы, библиотеки, музеи. Это были очень красивые тюбетейки. Были тюбетейки, вышитые под... Как будто бы это... Ты вот берешь в руки, как будто это стеклянное. А это мулине. Она просто так сделана. Такая тональность там, все. А потом как-то я иду по двору на Петровке еще, когда жила. И идет там такой мужик, противный был какой-то, он толстопузый такой идет мужик. И вдруг я вижу у него на голове мамина вышитая тюбетейка. А она вышита как будто это бисер. Я подхожу к этому мужику и говорю, это моя, показываю на это. Он говорит, ты что, девочка, с ума сошла? Это я купил. Я говорю, это моя мама делала. Я не знаю, что ты придумываешь, я не знаю. Оказывается, эта Литка украла у меня эту шубку и продала за 25 рублей этому, не сниму же я ему с головы. Так он и ходил в этой маминой вышитой. Зайчик чей? Зайчик Ольги Явинской. Но это не она делала, это ей подарили подруги. Явинская. Явинская, да, Пастернак. А вот посмотрите, такая очень удивительная совершенно предметик такой. Вообще-то на самом деле это осколок кружки. Кружка разбилась, и керамическая кружка, а глазурь с нее слезла. Поэтому она стала вот такая шершавая. И это пилочка для ногтей? Да. Как мне рассказывали, можно использовать кусок сахара пускового. Но это надо, чтобы сахар был. А эта штучка была всегда. И если вы работаете на швейном цехе, и если у вас продукция вот такой тонкий шелк, а у вас цыпки и всевозможные заскоруслости, то вы же дотронетесь и все испортите с одного раза. Просто зацепка будет, и продукция все уже не кондиция.
там же какой был вид работы, как я понимаю, сельскохозяйственные работы. А осенью они рубили камыш. Это чакан он назывался. Они рубили до буквально заморозков, рубили этот камыш. А зимой они вышивали. Какие-то заказы, что ли, были, я не знаю. И вот это вот образцы вышивок. Боже мой! Вот видите, там для мужских рубашек больше всего всяких штучек, дрючек. Вот это от мамы. Такие краски яркие, как будто не в лагере вышивали. Вот муха. Муха красивая. А вот еще Цапля есть, да. Цапля. Вот здесь такая собака. Там зайчик. Кролики, как бы ориентированные более на детскую продукцию. Это мужская продукция, мужские рубашки. Вон ласточка. То есть мы понимаем, что это и для дорожек, которые крайне популярны были. Вспоминайте старые советские фильмы. Да-да, они лежат там типа на столе или на пианино. Или лежат, правильно, или на пианино. Или если это диван с вот такой высокой кожаной спинкой, то вот она так по диагонали, эта дорожка прикреплена. Не помните? Ну, есть такое, да. Вот тут много собрано кусочков. Вот этот образец, вот этот образец, вот этот образец, вот этот образец. Это, между прочим, из семьи любимого нами Сергея Александровича Бунтмана. Это делала его бабушка Вера Николаевна Бекзадян, у которой арестован и расстрелян муж. Что это? Это как раз то швейное производство, которое было организовано в женских лагерях. То есть это они шьют не для себя, это они шьют для воли. Да, для продажи. Вот они шьют такие рубашки. Лет через 20 у нас появились комбинации. Тогда комбинации никто не знал. Такие вот из... Они были не шелковые, как эта ткань-то называется? Из вискозы. Вот. Тогда у нас из ГДР привозили. А пока что нижнее белье вот такое. И вообще, на самом деле, надо понять, что 30-е, 40-е, 50-е годы – это очень популярно строчно вышитые изделия. Мы, например, знаем, что были швейные машинки. Мы знаем, в какой момент и в чьей голове родилась идея организовать вот это швейное производство. И мы знаем, что там Мария Манцеса его возглавила, что Любовь Ярославская вместе с Галиной Семеновой они спроектировали здание, которое потом действительно появилось. Причем они сделали очень интересный проект, вот такой в виде аэроплана. И в крыльях были цеха, а в моторе, там же мотор, наверное, там 90, а в моторе было заводоуправление. И эти цеха огромные, и они строчили без конца всеми этими швейными машинками. И один человек мне говорил, что надо было в день по плану сдать 2 скатерти. Вот ее план. Сделать 2 скатерти, прострочить, промережить, прооформить. Вот здесь видите, что интересно. Вот она рисует, как должен выглядеть этот купон вышитый, и как он потом будет использоваться в продукции. Вот как он будет нарисован. Дальше вот эти наши вышивальщицы берутся за дело. А дальше вот у нас продукция, которая продается в магазине. Замечательно. Слушайте, погодите, получается, страна совершенно без зазрения совести пользуется трудом заключенных. То есть ты берешь в руки эту прекрасную скатерть, и она должна, по идее, кричать прямо у тебя в руках. Ты берешь и устилаешь ей свое пианино. Вот это та сложность, почему мы к теме, женской теме подступали лет 15. Мы все хотели эту выставку, и все нам нужно было ее сделать. И вот когда мы собирали записывали все эти воспоминания, собирали все эти предметы, мы ведь всегда обещали, что мы сделаем книжку, мы сделаем выставку. Имя вашей мамы или ваше имя, или имя вашей, не знаю, старшей сестры. Оно таким образом вернется. А у нас выставка все не получалась и не получалась. Потому что очень красивые вещи. Очень красивые, очень изысканные. Смотрите, он фактически как вот из бисера сделан этот кошелек. А это мельчайший крестик шелком по шелку. Это кошелек на продажу или это кошелек, который Нет, заключенная этот кошелек, который заключенная привезла из лагеря, а потом подарила дочери. Но он такой тонкий и такой вот изысканный, что монетки в него положить было, как-то рука не повернулась. Или вот такая замечательная тонкая вышивка, которой Али Андреевой
подарили ее солагерница Алла Андреева, жена Даниила Андреева. Или вот видите такое саше, Ксения Никольская держала тут письма сына. Письма – это самая большая драгоценность, которая есть в лагере. Это связь с волей, это уверенность или надежда, что тебя ждут. Это надежда, что когда-нибудь я вернусь, и, наверное, иллюзия, что все будет как прежде, а не будет. А это кто пишет? Поздравляю с 1 маем. Эта девочка пишет маме в лагерь из детского дома. Не только с 1 маем, но и с Великой Октябрьской социалистической революцией. Поздравляли друг друга и из лагеря на волю, и с воли в лагерь. Я совершенно искренне вам это говорю. Подождите, девочка в детском доме знает, что ее мама Отбывает срок в лагере. в темлаге. Угу. Значит, папа ее враг народа, Угу. и от нее это не скрыли. Нет. Про папу они обе знают, что у него 10 лет без права переписки. Мы знаем, кто вышивал, мы знаем, кто девочка, и знаем, как маму зовут. Девочку зовут Енина Ставицкая, она вышивала. И послала маме в подарок. Сколько она была в детском доме, пока она увидела маму? В детском доме вообще бывали до 15 лет, до 7 класса. Тогда 7 классов было обязательная всеобучь, да? И после 7 классов их выпускали из детского дома, даже давали им с собой какую-то одежку такой на первое время, и они должны были уйти работать или поступать в ФЗУ. Как вообще происходила обычно встреча ребенка с родителями? Как могли дети узнать свою маму, если мы видим, как они менялись? По-честному, никак. А по рассказам наших героинь маму узнавали. Всяко бывало. Вот смотрите, пожалуйста, мы прошли мимо такого. Письмо тоже написал мальчик, и тоже из детского дома. Это другая история, потому что они приехали из Австрии. Они австрийцы, они приехали из Вены, тоже приехали сюда, в Советский Союз, строить социализм, строить справедливое общество. Тут немножко сбилась обычная схема, потому что первой почему-то арестована мама. Как правило, мама идет следом за папой. А тут было наоборот. Тут первой почему-то оказалась арестована мама. И она попадает в лагерь. А потом арестован папа, и вот мальчик пишет вот это письмо. Оно мощное письмо. Не пожалейте 2 минуты. Привет от любимого сына, милая мамочка, через леса, горы, степи, через много-много верст шлю я тебе, мамочка, весточку о себе. Ты, наверное, тоже ждешь от меня письма, и я от тебя так редко получаю письма. Как жаль, что тебе можно писать только раз в месяц. Мамочка, я наконец получил свои фотокарточки, плоховато вышел. Но все-таки это дает мой образ довольно точно. И ты можешь представить себе, какой твой сынок. По-моему, не такой, каким ты оставила меня в августе 1937 года. Не знаю, мамочка, изменилась ли ты. В моем воображении все еще остался твой облик таким. Черноволосый, улыбающийся, в красной кофточке. Ты стоишь и разговариваешь с папой. Милая мама, я часто вспоминаю далекий величавый Ленинград с его прямыми, как стрела, улицами и каналами, родной дом, нашу квартиру, где протекало мое беспечное детство. Так томительно грустно бывает в такие минуты. Иногда мне кажется, что я вижу сон, что все то, что я пережил, это не наяву, и что я проснусь под твоей теплой рукой там, в Ленинграде. Но очнешься и видишь, что не во сне. Мамочка, когда я был маленьким, я мечтал быть то летчиком, то моряком, то артистом. Но если бы я жил с вами, то кем бы я захотел стать, тем бы я и стал. Не правда ли, мамочка? Но я и в детском доме постараюсь кончить среднюю школу, а там будет видно. Но все-таки я хочу знать твое мнение, какую профессию ты мне посоветуешь. Будь спокойна за меня, мамочка, побереги себя хотя бы ради меня. Мамочка, ты про нашего папу ничего не узнала. Мамочка, надейся на будущую жизнь, все будет хорошо. Будь здорова, моя милая мамочка. Целую крепко-крепко, много раз, Отто. Все это я рисовал сам, деньги присылать не надо. 11 раз он сказал «мамочка». Фантастическая фраза «пожалей себя хотя бы ради меня». И вообще то, что мальчик, ему тут или 12, или 13 лет, он еще не оканчивает школу, он еще надеется, что он окончит детский дом. И то, что он называл все, что только может. И какой у нее режим? Одно письмо в месяц. И когда они арестованы, в августе 1937-го. И сколько времени прошло? Письмо датировано, 1942 год. Они встретились? Да, они встретились.
Но, к сожалению, встречи не всегда были безоблачными, а, скорее всего, они всегда были сложными. И он ждет ее в красной кофточке, как он нам написал, черноволосая. Стоишь и разговариваешь с папой. Не будет никогда ни красной кофточки, ни черноволосой. Ни папы не будет. Вы помните момент, как вы встретились с мамой? Да, это ужасно было. Это была смесь любопытства и боязни. А я скажу, как я с ней встретилась. Она еще была там, в Караганде, но уже отпущенная. А надо было приехать в Москву не из лагеря, а из другой территории. Вот бабушка приехала из города Киселевска. То есть надо было обмануть систему? Конечно, обойти систему. И там в лагере был человек, который, видимо, был человеком. И он ей сказал, что его переводят в Белореченскую станицу в Краснодарском крае директором, начальником детской колонии. И он едет туда своей семьей, так же, как он жил в этой в Долинской. Жена, 2 детей, и он. Если хочешь, я тебя могу взять с собой. Там поступишь на работу в детскую колонию, счетоводом каким-то там. Через некоторое время уедешь из Белореченской в Москву. И мама поехала, потому что больше не было никакого выбора. И вот тут я с ней встретилась вот этим проездом из Караганды в Белореченскую. Они ехали через Москву. И вот тут я с ней встретилась. Какая она была? Маленькая, худенькая женщина. Все. Чем пахло? Ничем. Это совсем незнакомый человек. Слушайте, вы как мать, и я как мать, мы можем с вами представить такую странную штуку для мамы, да? У тебя отбирают ребенка, которому 4, а потом ты возвращаешься, этот ребенок уже взрослый, и ты как будто бы ничего не значишь в его жизни. Нет, ее я не могу представить. И вы не можете представить. Это из серии «Без ответа». Потому что мы совсем не знаем друг друга. Вот самый темный день в моей жизни, я вам скажу, я его знаю, этот день. Это 1 января 1947 года, когда меня папа, Ира и Ленька, и кот, которого мне дали, привезли в Малаховку. И я осталась, а они уехали. И что? Все. Школа другая. Люди малознакомые. Бабушку я больше знала. А мама вообще незнакомый человек. А она ни в чем не виновата. А я в чем виноват? Никто ни в чем. Никто. Так что нет, это все из такой области, я не знаю, как вам сказать, это индивидуально. Конечно. Кто-то может сразу, а вот кто-то так. Но она же тоже должна была как-то понять что-то. Вот я оказалась у них, да, она же не спросила, как ты там жила, доченька, как ты? Меня же никто не спросил. Никто. Меня спасало только то, что... не хочу даже говорить. Что спасало? А? Что спасало? То, что с бабушкой мне было проще. Был 3-й человек, который был умнее нас и правильнее нас. Она умнее была. Потому что, если бы ее не было, и не было бы нас 3. Трудно вообще представить, что выпало на долю этих женщин. Я не говорю сейчас про детей. Детям тоже пришлось быть здоровым. Дети, на глазах которых арестовывали сначала маму, потом папу, а потом их, это же не преувеличение, тем, кому-то повезло.
А те, которые были в детском доме, им напоминали, почему они в детском доме и кто они? Мало того, мы знаем много примеров, когда при аресте сначала отца, еще мама есть, еще как бы жизнь не порушилась так окончательно, но арестован отец, обвинен, еще пока даже приговора нет, но он уже обвинен и арестован. И на пионерских линейках с этих детей сорвали галстуки. Показно. Это вам не гражданская казнь Достоевского, который был взрослый, который понимал, что такое с ним происходит. А тут дети, 10-летние, 12-летние, пионеры. Нам с тетей Соней дали разрешение на свидание. Мы приехали в Акмолинск. А там у них какая-то была очень хорошая, чистенькая комната, вся в белом она такая. И сказали, что вот сегодня привезут маму с дальнего какого-то там участка. И вот мы ждали. И там нам кричат, что идите сюда, сейчас за вами придут. И, в общем, кто-то за нами пришел. Действительно, какая-то женщина. Я и тетя Соня пошли, идем за ней. Она пошла в кабинет. Там спросила, видно, можно ли, нельзя ли. Там сказали, что можно. И вот мы, значит, с тетей Соней идем к этому кабинету поближе. И вот уже стоим у дверей. Приходит еще какая-то женщина, берет, так сказать, меня за руку. И мы идем к двери. Дверь такая, кожей покрытая, большая, кабинетная такая дверь. И мы входим туда, и вдруг я, значит, смотрю, какая-то женщина, старая совсем, белые волосы, седая и старая. Я так посмотрела, что-то, нет, это я не туда забрела, наверное. Я, значит, задом стала выходить. Тут за мной тетя Соня уже входит в этот, и вдруг она начинает орёт. «Фрося!» А это на нее бросается тетя Соня моя. Чего она? Я с удивлением смотрю, даже на кого она бросается, что это там за баба какая-то. Я, значит, жмусь к тете Соне, а она толкает меня к этой женщине. Эта женщина поворачивается и говорит: Мунечка. И я вот так вот. А ты? Я говорю: а ты что, моя мама? Она говорит: да, я твоя мама. И у меня слезы градом, я плачу и говорю: у меня мама другая была. И эта женщина вдруг бросается ко мне: Монечка. И я понимаю, что это моя мама. А я говорю: какая ты старая, сказала я, идиотка. Ну, дура дурой. Понимаешь, такие. Вот. И она говорит: ну, подумаешь, я седая. Так я покрашусь завтра, и я буду как все. Я ревела, и вот это вот была сцена встречи. Значит, это было 20-е. Это был 20-е. Июня 41-го года. 41-го года. А потом уже днем вдруг выясняется, что объявили войну. Какую-то войну объявили. Причем тут я? Причем тут мы? Выходит начальник и говорит: вам нужно будет срочно уезжать, потому что закроют проезд послезавтра. И тогда вы не сможете выехать в Москву отсюда. Потом мама взяла меня, повела
по своим знакомым. Мы в бараке в большущем, огромный барак. И там эти были уже, это видно, вновь прибывшие, что ли. И вот так вот и началась война. Вот приказ по награждению ударниц в связи с Международным днем 8 марта в 1944 году. Одну награждают юбкой, а другую награждают телогрейкой. Это мощнейший подарок. Мощнейший подарок, потому что нет ни у кого ничего. И если вдруг тебе в качестве приза дают юбку, то я не знаю, с какой медалью это можно сравнить. Наверное, это намного важнее, чем медаль. Вот эта самая женщина наша, Анна Зубарева. Естественно, муж расстрелян, коли она в лагере. Тут вот как-то вариантов нет. Если с приговором часы женщина в лагере, значит, муж расстрелян. Они этого не знают. Они это узнают в конце 50-х годов. Они все надеются и рассчитывают, что муж тоже в лагере, ну как она. И что он где-то работает, но только переписки у него нет. У него есть переписка, а у него нет переписки. А мальчик в детском доме. И в тот момент, когда он узнал, где мама, он начал к ней бежать. Он бежал, его ловили. Он опять бежал, его опять ловили. И в какой-то момент он почти добежал. Ему осталось километров 40. Он уже был на территории Казахстана. Когда его опять поймали и вернули. Но мама за ним, как только смогла, поехала. Он ее, конечно, не узнал. А она помнила, где у него родинки. А была у нас случай ужасный, когда мама переписывалась с детским домом. И вот директор детского дома помогал такой маме. И когда она за ней приехала, за девочкой, девочка ее очень ждала. И когда она за ней приехала, она поняла, что это не ее дочка. Перепутали детей. Маленькие дети. Перепутали. И она ее забрала? Ну, а как вы думаете, надо было поступить? Пусть забрать. Да, забрала. А свою нашла? А как? Вот смотрите, мамочкино кладбище. Огромная территория, вынесенная за пределы лагеря. Это кладбище для младенцев. Это не лагерное кладбище, не для заключенных. Оно огромное. Эти же дети откуда-то появлялись. Вот, а этот экспонат, который у нас, правда, есть единственный, мы его вот именно так и пытаемся сохранять. Он был сделан после принудительного аборта и на большом сроке, и она не выжила в результате. Сама женщина? Сама женщина, да. Мы знаем, что это лагерь какой, мы знаем, как ее зовут, но сохранила эти вот рукавички крошечные, кукольные, да, варежечки. Другая узница, которая отбывала там срок и работала в лагере, но уборщицей, поломойкой. Она его сохранила, и в сопроводительной вот записочке к этим рукавичкам она написала: очень милая была, нежная девушка. В общем, я никогда не чувствовала, что я откуда-то взялась. Нет, этого совершенно не было. Но я знала, что у меня есть мама, что у меня есть бабушка, что там письма писали, там мы какие-то каракули, когда научились писать, писали в эти лагеря. Все это было. Ну, это где-то отдельно. А здесь другая жизнь. Здесь я такая же, как они, и это даже никакого ни противопоставления не было, ничего. Но это же долго было. Я же там прожила 9 лет. И я совершенно спокойно писала письма туда, в этот самый лагерь, и все. Ну, это одно сознание, а другое дело. А вот когда они появились как настоящие люди передо мной, это совсем другое дело. Мама вышла, и бабушка приехала, все. Мне же было 13 лет. Все заканчивается к этому времени. Вот я теперь хорошо знаю и по своей дочери.
Все сложилось. Хорошо ли, плохо ли, но оно уже сложилось. Кто в этом виноват? Я никогда не искала виноватого. У вас нет никакой обиды ни на время, ни на обстоятельства, в которых оказалась ваша семья. Это правда? Ну, я не знаю, как сказать, обида на время. Ну, вы меня простите, это что за понятие? Обида на время. Я просто слово «злость» не хотела бы употреблять. Нет. Вот я даже скажу, что этот Сталин мне был абсолютно безразличен. Вот настолько я это напрямую не связывала, видимо, в мозгу, будучи ребенком. Абсолютно. И даже в институте, когда мы шли на демонстрацию, первый год нас погнали на эту демонстрацию, ну, поскольку мы от Менделеевского института шли по улице Горького, а по Красной площади мы шли второй колонной от Мавзолея. И там же много приезжих было среди нас, этих студентов. Они там что-то кричали. Ну, что я посмотрела, ну и фиг с ним. Абсолютно. А ненависть? Никакой. Никакой. Он лишил? Вот сейчас, да, я его видеть не хочу, даже и смотреть. Ваша мама больше не вышла замуж. Да. То, что они прошли лагерь обе, это вспоминалось вообще? Они вспоминали какие-то? Вообще? Мало. Когда появлялись всякие транзитные пассажиры из этого мира, ну, тогда они могли. А так нет. Мама вас обнимала? Да я не могу сказать. Наверное, и я ее мало обнимала. Но мы очень заботились друг о друге. Они всегда это знали. Сильно маму лагерь поменял? Да нет. Вроде нет, в общем-то. Ну, как-то она... Ну, как-то она как в гостях была, понимаешь? Она себя не чувствовала хозяйкой. Она как-то очень была замкнута. Нет. Плохо она себя вела. А ваши с ней отношения, какими они были потом? С мамой? Какие были отношения? Никаких. Я ее как любил, так и любила. Все было сдержанно. Никогда она мне не говорила, что деточка, без соплей. Все это было как-то очень сдержанно. Это была та жизнь, которая выпала нашему старшему поколению. Мне кажется, что вот я, как сотрудник мемориала, могу как-то на этом настаивать. Я работаю здесь много лет. И надо сказать, что работа здесь, работа с этой темой, столкновение с этими людьми, которые пустили меня к себе, которые впустили меня в свой мир. И со многими я стала просто дружна, просто это стали мои близкие люди. Она меня абсолютно изменила. С тех пор я просто привыкла к мысли о том, что когда я в очереди стою в магазине за бананами, а передо мной стоит человек с серебряной головой, я понимаю, просчитываю, в какие годы он жил, что ему пришлось, с чем ему пришлось столкнуться, что ему пришлось пережить. То, что огромное количество населения пережило потерю своих близких и изменения трагические в своей судьбе безо всякой вины и безо всяких на то оснований, накладывает ли это отпечаток на последующие поколения? С моей точки зрения, да. Какой? Я не смогу ответить сразу и не смогу ответить однозначно. 20 лет назад к нам приходили сами люди, сидельцы, сами прошедшие через лагерь, или их дети, тогда еще относительно молодые люди. Им было там лет по 60, да, они были вполне... Сейчас к нам идут правнуки. Почему-то случилось так, что внуков было мало, а правнуки сейчас пошли густой толпой. Особенно сейчас, в связи вот с нашими последними событиями, у нас просто раскаляется и телефонная, и электронная почта с разной степенью деликатности. Например, вчера я получила письмо: «Ой, вас ликвидируют, а я не успел спросить. Это мой последний шанс, помогите». Хотел узнать,
Хотят узнать про семью, хотят узнать, чьи они, хотят узнать, что было с их родителями, что было с их предками, собственно говоря, откуда они. Но к нам приходят люди, ни один, ни два и ни 10, у которых бабушки, мы говорим сейчас про женщин больше, у которых бабушки прошли через детский дом. Не которые были репрессированы, а которые прошли через детский дом. И когда я начинаю спрашивать, она ничего не рассказывала никогда. А у вас вообще какие были с ней отношения? Да у нас какие-то могут быть отношения. Она даже по голове меня ни разу не погладила. Она не умела. Я должна ему рассказать, почему его бабушка не умела его погладить по голове. Или кто-нибудь другой. Это входит в мою функцию, мы историки. Но я-то это понимаю, а он нет. И его нельзя обвинить в том, что этого не понимает. Он жил в этой фоне. Для него это единственный возможный вариант. Мама до реабилитации не дожила. Нет, мама умерла. Умерла мама. Я была на 6-м месяце беременности Томкой. И мама никогда не знала, что случилось с вашим папой, то есть с ее мужем. Она не знала. Она не знала, когда его расстреляли. А его расстреляли 11 числа. Скажите, а вы простили это все? Кому? Власти? Кому Государству? власти? А к тому я пойду морду бить. Мне покажи, я сейчас пойду. У меня, когда говорите, меня тоже спрашивали это. У тебя, говорит, есть злоба. А на кого злиться? А кто, на кого? Кто злоба? Ну что, а что те, которые... Даже те, которые маму арестовывали. Чем они-то виноваты? Ничем. Кто виноват? Это интересный вопрос. Кто принимал участие в создании конкретно этой выставки? Конкретно в этой выставке у нас 3 кураторов. Это Ирина Щербакова, которая придумала ход со словом «материал». А дальше подключились мы с Аленой Козловой, потому что мы работаем в архиве много лет. Мы собирали как раз эти воспоминания, мы их записывали, мы знаем этих людей. И мы всегда считали своим долгом, что мы обязаны передать о них память, мы обязаны рассказать их истории, мы обязаны объяснить, что среди нас большое количество людей, которые живут с этим всю жизнь. И для них другой-то жизни не было никогда. А потом это передается дальше. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие. Все, что произошло с нами в 30-е годы, можно простить? Нет. Как же тогда милосердие? Тогда давайте мы не будем прощать, но будем это не прощать, милосердно. Так можно? Мы не жестокие, мы не палачи. Мы не палачи. У нас ни в коем образе, ни на одной минуты не может возникнуть желание мести. Желание мести, оно само меня разрушает, нас разрушает. А нам надо жить. Нам надо жить и выстоять в разные наши непростые времена. Надо выстоять, и надо наших детей воспитать достойными людьми. И вообще, конечно, было бы очень здорово, если бы мы могли сделать так, чтобы нашим детям не пришлось выбирать между справедливостью и милосердием. Что станет с этой выставкой и со всеми вещами, которые мы сегодня видели? Ну, я не знаю. Я могу сказать, что будет с нами. Мы начнем сначала. Ведь были же какие-то люди, в какой-то момент пришли и сказали, нас интересует вот это. Ведь мы хотим этим заниматься.
Ведь нет такого учебного заведения, которое выпускает сотрудников мемориала. У нас работают и археологи, и астрономы, и математики, и геологи, и все кто угодно. И в какой-то момент они побросали все свои докторские и кандидатские диссертации и пришли работать сюда. Но и сейчас у нас, к счастью, очень большое количество молодых людей, которые приходят к нам. Кто волонтерствует, кто бросил тоже свою работу и пришел к нам. Мы начнем сначала, а они подхватят.